Голос я записываю где-то примерно через неделю после того видео, и мои эмоции уже немножко, так сказать, подутихли. Но идея снять вот это видео родилась у меня после просмотра видео одного в Инстаграме, где девушка, соответственно, так же, как и мы, тоже проживает в Аргентине и снимает, ну, что-то подобное, что и я снимаю, но вот в формате Инстаграма. Видео ее было на тему, сколько денег она тратит в неделю, по-моему, или в месяц, что-то вроде этого. И я подумал, что в целом как бы окей, тема нормальная, записать там, сколько ты тратишь, потому что людям это очень интересно. Как вы видите, у меня на канале много видео про цены, просто потому что это очень актуальная тема. YouTube такое место, вот за полгода я понял, тут очень много людей, как адекватных, ну, их даже больше, могу сказать, да, там процентов, наверное, 80 адекватных, но есть вот эти вот 20%, которые, я не знаю, зачем, они постоянно пытаются за счет тебя как-то преуспеть, там, выделиться и еще что-то сделать, я не знаю, ну, короче, их комментарии для человека, который никогда не был в каком-то там медиапространстве, знаете, и ему пишут комментарии на уровне там: «Сынок, там, на фронт вали», или там: «Чё ты всем лапшу на уши вешаешь?» А я как бы искренне, типа, говорю так, как есть, и мне нету никакой мотивации обманывать, я об этом 1000 раз говорил, вот, но такие люди есть, и уже на данный момент я как бы смирился с этим, прошло там сколько, наверное, месяца 4, как я начал снимать вот именно стабильно. Прошел вот этот этап, когда я обращал внимание на эти комментарии и реально там мог полдня об этом думать, типа, а зачем, а почему. Сейчас я, в общем, просто сразу вижу комментарий, если он реально там не объективен, то просто до свидания, все. Ну, то есть максимально нормально к этому отношусь. Но я понимаю чувства людей, которые могут там, не знаю, перестать снимать, например, из-за того, что ей написали какую-то такую подобную дичь. И в общем, ну, к чему я веду? Посмотрел я видео вот это в Инстаграме у девушки, которая рассказывает про стоимость там жизни в Аргентине и что-то подобное. И ей в комментариях начали писать, опять же, вот эти неадекватные 20%, по поводу, типа, зачем ты обманываешь, это невозможно, мы тратим... Вот человек пишет, я там живу в Аргентине, да, тоже, и он говорит, я трачу в Аргентине, там, 60, по-моему, написал, тысяч песо в день. Мол, я один раз в магазин сходил, это 60 тысяч песо, и ну, я сразу как бы скажу наперед, что это можно, естественно. Я думаю, вы сами все понимаете, можно и стоить 150, и даже рублей 1000 потратить. Никаких проблем не будет. Факту своим сообщением он очень сильно путает всю тему как бы денег и того, насколько можно прожить в Аргентине. Опять же, прожить. Прожить можно тут прям ненадорого. И, честно, никаких проблем. То есть, ну, как бы впритык, но ты живешь достаточно комфортно. То есть $400 квартира, плюс там $200 на еду, и даже не только на еду. И реально комфортно, то есть не было такого, что я там не могу себе позволить там курицу, ну вот я там сижу там на питании, например, на правильном, да, я не могу там себе позволить купить огурцы, помидоры в Carrefour. Carrefour — это вот местный супермаркет, ну, средний, типа недорогой, не дешевый, просто обычный средний гипермаркет, типа российского, наверное, ленты какой-нибудь, ну вот что-то подобное. И то есть я спокойно могу там позволить себе купить и курицу, то, что мне надо, каждый день там есть, и рыбу я себе покупаю, и покупаю себе огурцы, помидоры, гречку в русском магазине здесь рядом покупаю. То есть все как бы в $200 спокойно укладывается. И когда мы ходим, видео снимаем, я там могу, мы можем там на автобусе поехать, на метро поехать, на такси поехать, можем купить что-нибудь там по пути, перекусить там, ну вот вы поняли. Можно спокойно там и на $200 прожить, и я думаю, что если ты один, например, можно и на 100, наверное, даже меньше в теории, если ты там чуть ограничишь себя, ну, да, короче, можно. И мне на самом деле немножко жалко эту девушку в том плане, что, возможно, она не привыкла видеть там какие-то подобные негативные комментарии, потому что я как бы плюс-минус прошел через это и понял, что они будут всегда, скорее всего, и просто стоит игнорировать и не обращать на них внимания. То есть сейчас уже как бы все ровно. А она, возможно, как-то по-другому может отнестись таким комментариям, которые там чуть ли прям реально не хейтят ее в комментариях, мол, ты обманщица, ты врешь, тому подобное.
Собственно, вот меня это очень зацепило, и, скорее всего, если вы, возможно, прошли бы через это, вы бы тоже понимали, либо если вы уже проходили через это, вы понимаете, о чем я говорю. В этом видео я хотел зацепить две темы, которые идут параллельно между собой. Это как раз-таки тема того, что к хейтерам стоит относиться намного проще, не стоит принимать их всерьез, не стоит близко к сердцу вообще их слова как-то принимать. Если написали какой-то тупой комментарий, ну, по нему прям сразу видно, что он тупой, например, да, как бы ты по факту пошел в магазин, видишь одну цену, тебе человек говорит, ты обманываешь, ну, как бы тут прям супер очевидно, что это просто какой-то дурачок. Если вы, например, начинаете зацикливаться на этом, как я это делал в первые там 2-3 месяца, то это реально сказывается не очень положительно, точнее даже это прям не положительно складывается на ощущении, то есть ты начинаешь задумываться, а зачем, а почему, а что этому человеку сделал, хотя по факту ты ему вообще ничего не сделал, просто человек такой, просто человек захотел написать, он написал, не знаю, в силу того, что он реально тупой, или в силу того, что, может быть, у него убеждения какие-то там в другую сторону направлены, либо просто вот ему делать нечего, он решил изменить впечатление людям, которые зашли посмотреть какую-то информацию, какой-то там анализ провести по стране, в которой они собираются там приехать и который собирается посетить. А человек как бы просто путает впечатления, путает вот этот вот анализ, путает вот эту информацию, которую человек может увидеть в каких-то видео, да. Например, я вот когда рассказывал, что у меня квартира снимается за $400, и мне писали в комментариях, мол, это невозможно, ты там обманываешь, да. А я как бы вот, ну вот я каждый месяц 400 отдаю, и типа несопоставимо абсолютно. Вы тоже должны понимать, что можно потратить и $500, и 1000, да и больше. Можно жить вообще абсолютно по-разному, я уже не первый раз об этом говорю. Все люди абсолютно разные, все живут по-разному, все по-разному кушают, все по-разному проводят свой день. Кто-то ходит в рестораны, кто-то сидит дома, работает, кто-то путешествует по стране, кто-то сидит дома, опять же, и ему достаточно посмотреть там сериалы, фильмы и тому подобное. Деньги будут абсолютно разные, но не стоит говорить, что ты там обманываешь, и это невозможно только потому, что у тебя выходит по-другому. Мой YouTube — это, в общем, такой мой какой-то, не знаю, дневник, типа. Странные аналогии. Ну, короче, это типа дневник, да, мой, как я сейчас себя чувствую, что я хочу сказать, и где я там нахожусь, что делаю и тому подобное. Вот, и я делюсь с вами. Те, кто подписан, я нереально благодарен. Я давно очень хотел начинать вести какую-то такую медийную активность, и для меня это невероятный такой очень приятный этап в жизни, потому что свой YouTube-канал я планировал очень давно, но не знал, как сделать, что сделать, как начать, какие темы и тому подобное, и как бы все вот так вот наложилось, что я начал, вот оно делается, и какие-то подписчики там растут, какие-то просмотры растут. Я невероятно реально благодарен каждому, кто смотрит. Спасибо вам реально большое. В заключение, наверное, этой темы хочу сказать: не будьте хейтерами, будьте добрыми. Если вы добрый, вам же намного лучше. Не пишите тупых комментариев, если вы такие пишете, но я очень надеюсь, что нет. И в целом просто идите к тому, чего вы на самом деле хотите. И если есть такая возможность, то делайте то, что вам на самом деле хочется. Также на протяжении недели я думал, как бы можно было бы вынести какую-то пользу из данной темы, да, из данного вот такого заключения про эту девушку, про хейтеров, про недостоверность информации, которую там пишут некоторые люди в комментариях, ну вот в целом, да, вот про всю вот эту вот историю. И мне пришла в голову такая идея, ну она достаточно банальная, конечно, много кто это делает, но я подумал, что было бы круто создать телеграм-канал, и я не планирую там его как-то развивать, монетизировать, там, прокачивать, нет таких планов, то есть я его хочу сделать только для того, чтобы вы, например, если чувствуете там какой-то интерес к моим видео, заходите, там можно будет общаться, можно будет что-то новое узнавать, интересное. Будем как-то коммуницировать, будем как-то общаться, вместе что-то делать, возможно, придумывать. В общем, вот.